Друзья, всем привет! Сегодня поговорим на такие темы. Как получить ВНЖ, легализация по оседлости с чешской визой, получение визы D, получение политического убежища в Испании, как остаться студенту легально в Испании. Всем привет, меня зовут Алекс, вы на канале «Кому что в Испании». На этом канале вы задаете ваши вопросы в комментариях специалисту. Конечно, эти вопросы об Испании, юридические вопросы вы задаете адвокату. Я ищу адвоката, самого профессионального человека, который может ответить на ваши вопросы. Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат из города Аликанте Марьяно Виноградов. Марьяно, добрый вечер. Спасибо за сегодняшний вечер. Приятно с тобой всегда общаться. Спасибо. Вот такие вот вопросы на сегодня задали. Есть гражданство Венесуэлы, есть паспорт. Возможно ли человеку с такими документами находиться на территории, Испании, наверное, без визы? И возможно ли получить ВНЖ? Спасибо. Те граждане из Южной Америки, включая Венесуэлу, они имеют некоторые преимущества, чтобы переехать в Испанию. Потому что это наши братья, страна, они все говорят по-испански там, и закон признает некоторые. Но по иммиграции, так как в Испании внутри клуба Европейского Союза мы должны выполнять общие законы по иммиграции, которые есть в Европе. Поэтому для Венесуэлы и остальные страны они должны подать для виза как россиян или как человек из Казахстана или Украины. Нет, это не отличается. Отличается потом, если они хотят получить гражданство. Русские и украинские, или из Китая, они должны прожить в Испании 10 лет, чтобы менять их паспорт на испанский паспорт. А те из Южной Америки после 2 года они могут менять. То есть вот из Венесуэлы он вот эти 2 года он легально будет жить? Но он должен подать через посольство в Испании. А он из своей страны, из Венесуэлы? Да, из Венесуэлы, как русский, если хочет русский тут как турист или жить в Испании, он должен обращаться в испанское посольство в Каракас, да, в Венесуэле, и подать на туристическая виза, на студенческая виза, на ВНЖ, и иметь то же самое средства, как русский, то же самое. Выполнить условия. Но я имею в виду, что я так понимаю, что человек уже в Испании находится, но паспорт венесуэльский, он, получается, нелегал, как и все тогда из России. Он должен по оседлости тут жить нелегально 3 года. То есть оседлость у него такая же, как у остальных? Правильно. Очень хороший контент делаете. Скажите, если я заеду в Испанию по чешской рабочей визе и останусь, не будет ли проблем потом с легализацией по оседлости? Или это должна быть именно испанская национальная виза? Спасибо. По-чешски, если рабочая виза. По-чешски это то же самое. Если он будет тут нелегально 3 года, придется ему жить 3 года нелегально и потом либо получить контракт, либо открыть свое предприятие, чтобы легализоваться. Это не дает преимущества, если он имеет резиденцию в Чехии или в Германии. То, что тут главный пункт, это гражданство, паспорт его. Так как национальность. А вот у меня, кстати говоря, вот я от себя скажу, у меня друзья в Германии, и вот они сказали, у тебя, у меня резиденция Ларго де Росьон в Испании, да? И ПМЖ. И мне сказали, что ты в Германию можешь приехать и с этой вот карточкой искать уже работу в Германии. Да, я говорю, я же гражданин-то России вообще-то. Да, но в Германии другие законы, в Испании вот это не влияет. Я не знаю, в Германии как... Понятно. Можно вопрос? Мы собираемся получить визу D, без права на работу и приехать в Испанию. Пройдет год, и нам надо будет указать сумму в 2 раза больше, чем сейчас. А у нас семья из 5 человек, и сумма не маленькая. Или в течение 1-го года переделать можно на визу с правом на работу.
Окей, давайте начнем с последний вопрос. Можно после проживания год в Испании можно меняться на другие визы? Право на работу или да, надо жить с начала года. Легально, и потом можно меняться на другие визы, не раньше. Насчет сумма на продление, так как продление Испания дает на 2 года, первое продление, если вы получите положительный ответ, Испания вам дает на 2 года проживания, да? Сумма можно показать, либо вы покажете 2 раза больше сумму, так, да, семья с 5 человек, конечно, это большая сумма, это обойдется около почти 90 тысяч евро. Ну, это кошмар, конечно. Да. Или если у них тоже можно показать средства, если у них есть постоянные доходы. Например, у них есть пенсия в России или дивиденды, или, не знаю, они постоянно получают на их счет какой-то доход официальный, да. Тут или там, или где, в любой страну, и они покажут, что я каждый месяц или каждый квартал получаю такие, тогда можно доказать только эту справку, не надо показать 2 раза больше суммы. Но это должно быть регулярный доход. Да, регулярный доход. Не просто все. Вопрос к адвокату. Какова вероятность того, что мне разрешат политическое убежище? Видимо, он из Казахстана, я так понял. Изменились ли отношения политиков к тем людям, которые просят убежище? То есть я слышал, что много и быстро отказывают в помощи. Это правда? Да, отказывает. Очень маленький процент Испания и вообще Европа дает право, убежище. И политическое убежище даже это труднее доказать, потому что это означает политическое? Вот хорошо. Вот сейчас происходят события в Беларуси. Да? Правильно, да. Их доказывать не надо, это весь мир видит. Окей, там весь мир видит, что там есть протесты, но как доказать, что ты был в протесте и что тебе посадили в тюрьме, потому что ты протестовал? Есть камера, есть справка от тюрьмы, что ты сидел там 3 дня. Нет, слушай, Марьяна, этот Лукашенко, он же не даст тебе справку, что вот да, мы вас избили, мы вас задержали. Окей, можно доказаться по разным образом. Видео, если есть. Видео, свидетели, любые документы. Медицинские показания, что людям там. Я просто хочу предупреждать, потому что много думают, что так как это все мир знает о протесте сейчас в Беларусь, или когда дали чай на самолет Навальный и так далее. Все мир знает об этих событиях, да? Но это не значит, что из этого в известиях, что это будет легче или война в Украине тоже. Много людей приходили в моего офиса и сказали, я жил тут в Донбасс, тут рядом, и там все мир знает, что там была бомба, и никто не ранен. Да, как вы целый человек. Вы целый человек. Надо доказать, если вы не докажете, что вы страдали, вы ранены, или вы пострадали по политической убежище, можно это доказать по любому образу. Но надо доказать. Не можно устно. Устно никогда не пойдет. Вот так вот. А с Навальным понятно. Это Навальный или какие-нибудь оппозиционеры известные в Беларуси. Да, им же проще доказать. Для них проще, конечно. Навального, мне кажется, любая страна возьмет. Надо собрать куча документов, свидетелей. И, конечно, тоже, да, известных это помогает. Но известных это не главный. Главный пункт это доказательства, которые вы принесете о вас. Но в этом-то и будет проблема. Потому что те страны, которые репрессируют, они же тебе не будут давать документы, что да, мы репрессировали. Совершенно верно. Поэтому надо придумать, надо иметь запись, надо иметь подруга там, я не знаю, чтобы записалась, когда есть случай там на улице. Надо придумать что-нибудь. Думайте, придумывайте. Вопрос. Можно ли и как остаться студенту после work and travel легально?
Что такое work and travel, я не знаю. Это что-то программа. Видим, программа для студентов, когда они работают и учатся, наверное. Путешествуют, работают и учатся. Ну, мне это без разницы, как называется программа. Все студенты... Если он называется студент, да, он приехал учиться. Да, учиться, и надо подать по студенческая виза в посольстве, или тут в Испании тоже можно подать. Если ты тут в Испании приходишь как турист, и еще осталось месяц до твоего отъезда из Испании, да, возвращения, ты тоже можешь подать тут на студенческое виза. Иначе надо через посольство испанское, да. Ну, вот так вот. А так пока учитесь, если пока поступили, вы учитесь, вы находитесь легально, у вас студенческая виза. А как заканчивается за месяц, уже можно подавать и ты говоришь, за месяц окончания. До окончания шенгенская виза, если ты приезжаешь как турист, и ты хочешь, ты решил оставаться тут в Испании и учиться что-нибудь. Тогда, если осталось паспорт, по шенгенской турист, там больше, чем месяц, выезжать из Испании, тогда ты можешь подать тут. Не надо, чтобы ты подал в посольстве. Друзья, вот все вопросы, на которые сегодня отвечал Мариано. Поблагодарим его. Большое спасибо. Пишите ваши вопросы обязательно в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, где будут специалисты на ваши вопросы отвечать, на ваши и других людей. Возможно, вам пригодится. Всем удачи, всем пока, скоро увидимся.